Bluetooth-колонка с аудиосистемой DeviaLED, общей мощностью 30 Вт, одним полночастотным динамиком на 20 Вт, одним высокочастотным динамиком на 10 Вт, двумя пассивными излучателями, стильным дизайном, RGB-подсветкой, защитой по стандарту от пыли и влаги IP67, поддержкой фирменного приложения, технологией стереопары, подключением к 100 колонкам одновременно. Ко всему данная модель оснащена еще и аккумулятором емкостью в 10 800 мАч и может проработать до 26 часов на одном заряде аккумулятора. Обо всем этом, как вы уже поняли, можно прочесть в рекламе к Bluetooth-колонке под названием Huawei SoundJoy, но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в коробке из плотного картона. Выглядит упаковка хорошо, на ней есть стандартное изображение, название и краткие характеристики у модели. Упаковка неплохая, все упаковано надежно. В комплекте мы имеем саму колонку, краткое руководство и зарядный кабель с USB-A на Type-C. Весит колонка 690 граммов, а габариты составляют 202 на 72,5 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого, iPhone 16 на Новый год я еще разыгрываю условия в ролике по ссылке в описании. Начнем. Приобрести данную колонку можно в черной, красной и зеленой расцветке. Выбор невелик, но спасибо хоть на этом. SoundJoy выглядит аккуратно, но при этом стандартно для подобного форм-фактора. Большая часть корпуса тканевая, с одного торца матовый пластик и RGB подсветка, а с другого матовый пластик с силиконовой вставкой и отверстиями. Пассивные излучатели выполнены с металлическими круглыми вставками, на которых есть надпись DeviaLED. Ставить колонку можно как горизонтально, так и вертикально. Стоит она устойчиво, не прыгает и не передвигается. Сборка качественная, материалы хорошие, но лично мне не нравится решение приклеенных кнопок и надписи Huawei. SoundJoy можно класть в крепление под бутылку на раме велосипеда, разумеется, если она по габаритам подходит. Также на корпусе расположили место для крепления шнурка и сам шнурок для переноски. Он довольно прочный, на нем есть металлический бегунок для удобства. Далее, для управления есть две большие прорезиненные кнопки плюс-минус, а также прорезиненная панель, на которой расположили LED-индикатор, 5 механических кнопок с подсветкой и открытый аудиоинтерфейс, объединенный разъемом для зарядки Type-C. Так нам заявляет производитель. Функцию трансляции звука через кабель Type-C со смартфона мне не удалось протестировать, так как звук попросту не транслировался. Вот такая разница между рекламой и реальностью. Я пробовал разные смартфоны, разное кабельное хозяйство и не только, но все без толку. Отмечу, что так дела обстоят у большинства обладателей этой модели, но есть счастливчики, у которых получилось транслировать музыку. Но точно ли это вопрос? Не являются ли это просто продавцами Huawei, которых очень много? К слову, в интернете есть много обсуждений этой колонки, можно найти как положительные отзывы, так и отрицательные. Далее, из команд на борту: включение-выключение, вход в режим сопряжения, плей-пауза, ответ-сброс вызова, регулировка громкости, переключение к следующему треку, вызов голосового ассистента, сброс до заводских настроек и переход в режим стереопары или в режим стереосистемы с подключением до 100 колонок одновременно. Удобно, что перейти в данные режимы можно просто встряхнув колонку в руке. Кнопки нажимаются хорошо, некоторые команды сопровождаются системными сигналами, но отключить звуковые сигналы нет возможности, за что отдельный минус. Переназначить управление нельзя, что стандартно для Bluetooth колонок. Удобно, что на колонке есть NFC-метка для быстрого подключения, а из интересного с одного торца расположили ненавязчивую RGB-подсветку, которая работает в соответствии с включенной музыкой, но не в такт с музыкой, что странно, и каких-либо режимов подсветки не завезли. Да и отрегулировать яркость подсветки возможности также нет. Помимо того, что подсветка просто горит во время воспроизведения музыки, она также отображает статус колонки, подключение, оставшийся заряд аккумулятора, уровень громкости и не только. Далее, SoundJoy оснащена 3 микрофонами и акселерометром. Разговаривать через колонку в целом удобно, но отходить больше, чем на метр, не советую. Плюс наличие 3 микрофонов особо не играет роли на качество передачи звука. Как по мне, с таким успехом можно было бы и больше микрофонов запихать. Главное потом в рекламе большими буквами об этом написать. Летим дальше. Оснащена Huawei SoundJoy одним полночастотным динамиком на 20 Вт 50 на 70 мм, одним высокочастотным динамиком на 10 Вт 19 мм и 2 пассивными излучателями. Общая выходная мощность 30 Вт, что в целом неплохо. Система реализована совместно с брендом DeviaLED. Частотный диапазон
диапазон от 50 Гц до 20 кГц. Заряд аккумуляторов шторки на смартфоне отображается, мультипоинты не завезли, за что отдельный минус в копилочку. Колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством. Всплывающее окно с анимацией при подключении, скорее всего, есть только при использовании смартфонов Huawei. У других смартфонов я его не наблюдал. Емкость аккумулятора 8800 мАч. Колонка поддерживает быструю зарядку до 40 Вт, но только с фирменным блоком от Huawei. Полный цикл зарядки занимает в среднем, по моим тестам, 2 часа 35 минут. Время автономной работы 14 часов с кодеком AAC на громкости не выше 50%, что заметно меньше, чем заявленные 26 часов. Если подключать колонку по кабелю к смартфону, то заряжаться будет сама колонка, а не смартфон. Далее, водонепроницаемость и пыленепроницаемость класса IP67, конечно, я протестировал, окунув в воду. С экземпляром ничего не произошло, и на звучание вода никак не повлияла. В целом, по разборкам в интернете можно сделать вывод, что герметизация колонки хорошая, но не стоит ее окунать в соленую воду или испытывать резкими перепадами температуры. Приложение AI Live обновления лично мне еще не прилетали, при том, что использую я колонку около месяца. Само приложение доступно на русском языке. Отмечу, что есть ошибка, при которой нет возможности повторно подключить колонку к приложению. Лично мне помог способ с выключением службы через вкладку «Сведения» и повторной авторизацией. На стартовой странице мы имеем заряд аккумулятора в процентах, ползунок регулировки громкости, настройка функции запланированного выключения, а для персонализации звука предоставили 3 предустановки звука, такие как Hi-Fi, вокал и режим DVLED. Плюс есть функция для регулировки низких частот. Первое время функция для регулировки низких частот вовсе не работала, но где-то через неделю использования она сама заработала, при том, что обновлений не было, повторюсь. Предустановка вокал и DVLED восторга не вызывают. Плохо, что на борту всего 3 предустановки, и плохо, что нет полноценного кастомного эквалайзера. Bluetooth версии 5.2 из кодеков AAC и SBC. Связь со смартфоном колонка держит хорошо, на улице спокойно, без обрывов. Она воспроизводила музыку на расстоянии 7-8 метров. Задержка при просмотре видео на YouTube приемлемая. В играх, разумеется, задержка более заметная. Играть некомфортно. Примеры вы сейчас увидите и услышите. Звучание. Запаса громкости достаточно. В метре от колонки она выдает не больше 95 дБ на 100% громкости, но звук на данной громкости мне показался очень плохим. Более объемный и качественный звук, по моему мнению, колонка выдает с аудиоэффектом Hi-Fi на громкости около 75%. Но отмечу, что данная модель склонна к перегреву, что вообще не радует и очень удивительно для колонки. Если слушать музыку на максимальной громкости, она может автоматически понижать громкость, чтобы не перегреваться. Я такого еще не встречал, даже у лютого дешмана. Что касается самого звука, низкие частоты мощные, но если сравнивать с JBL Flip 6, то они менее глубокие. Но сказать, что SoundJoy воспроизводит музыку не так качественно, как Flip 6, я не могу, так как, по моему мнению, у них просто разный звук. Высокие у SoundJoy звучат выразительно и приятно, середина проработана отлично. В целом, подобное устройство необходимо самому слушать, чтобы понять, нравится вам звук или нет, с вашим источником и вашу музыку. Я же вставлю небольшие примеры звука, но напоминаю, что подобным образом передавать настоящие звуки этой или другой колонки невозможно, так как вы слышите звук своих колонок, который воспроизводит ваше устройство через свои динамики, со своими настройками, после рендеринга YouTube и еще много всяких факторов, которые искажают качество и корректность передачи звука. Но вдруг вы не учились в школе, для вас я включу музыку.
Минусы: нет полноценного кастомного эквалайзера, нет возможности отключить тональные сигналы. Если использовать две колонки с режимом стереопары при регулировке низких частот, возможно, что одна из колонок будет отваливаться. Слегка хромает обработка старых композиций. Приложение работает плохо, низкие частоты могли бы быть более глубокими. Процент брака, учитывая отзывы, достаточно велик, хотя, возможно, все проблемы с этой моделью всплывают из-за плохой прошивки. В целом минусов огромное количество, но тут как повезет. Так как у меня некоторых проблем не было, в отличие от других обладателей колонки. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Сейчас идут ноябрьские распродажи на Али, и много очень-очень бодрого, полезного и интересного есть. Наконец-то 14T стали в фуле 12512 продавать по 37 и еще много всяких прелестей. Думаю, к 11 ноября раскачаются и будет совсем хорошо. Резюмирую. Беспроводная колонка Huawei SoundJoy не идеальная, так как момент с перегревом вообще не радует. Лично для меня я нашел оптимальную громкость и настройки, при которых она не перегревается и не сбрасывает громкость. Плюс для меня подобной громкости достаточно. Но если я бы чаще был на природе и хотел бы послушать музыку на 100% громкости, то данная модель вызывала бы только негативные эмоции. Отмечу, что можно купить вторую и получить отличную стереопару за цену одной JBL Flip 6. Но опять же нужно будет ловить скидки и распродажи, и у JBL 6 Flip тоже бывают сейлы. В любом случае девайс интересный, в целом заслуживает внимания, но конкурентов много, выбрать есть из чего. От меня девайсу максимально скромная да, скорее даже нет. Но рано или поздно вы купите что-нибудь от JBL или от Anker и поймете, что колонки должны работать по-другому. Спасибо за просмотр, добра и удачи вам, дорогие друзья!